Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Все займы онлайн, с вами ваш ведущий Ярослав, и сегодня мы поговорим о том, как банки проверяют своих заемщиков. Из этого видео вы узнаете, на какую именно информацию банки обращают больше всего внимания и как самостоятельно определить шанс одобрения кредита. Ставьте лайки и жмите кнопку подписаться, а мы начинаем. Начнем с того, что абсолютно любой выданный кредит – это риск. Причем не столько для заемщика, сколько для банка, который его выдает. Ведь заемщик может начать задерживать выплаты, вносить их не в полном объеме или перестать вносить вовсе. Следовательно, банк может понести серьезные убытки, а когда таких заемщиков становятся сотни, компания и вовсе может разориться. Для избегания подобных ситуаций банковскими организациями уже давно были выработаны специальные правила, по которым они оценивают своих заемщиков. По этим правилам оценивают абсолютно всех, в том числе юрлиц и индивидуальных предпринимателей. После оценки банк получает достаточное представление о надежности своего потенциального клиента. Всего таких общих правил несколько. В первую очередь, банки, разумеется, проверяют кредитную историю. По ней проще всего определить надежность заемщика и вероятность невозврата долга. О том, как проверить свою кредитную историю, вы можете узнать из нашего видео по подсказке в углу экрана. Когда банку нужно проверить кредитную историю, он делает запрос в центральный каталог кредитных историй, чтобы узнать, в каком именно бюро находится история конкретного заемщика. После этого он начинает работу с нужным бюро. В ходе проверки банки обычно обращают внимание на следующие показатели. Количество погашенных и непогашенных кредитов. Число и длительность просрочек. Основное внимание уделяется просрочкам длительностью от 30 дней. Количество кредитов, переданных коллекторам и судебным приставам. Наличие или отсутствие статуса банкрота, а также число объявлений о несостоятельности. И количество обращений в БКИ, как со стороны заемщика, так и со стороны кредитных организаций. Если клиент вовремя погашал все кредиты, не имеет серьезных просрочек и не объявлял себя банкротом, ему с большей вероятностью одобрят заявку на кредит. И напротив, слишком частые просрочки, передача долгов коллекторам, а также объявление себя банкротом говорит о низкой надежности клиента. Такому заемщику почти всегда отказывают в кредитах. Важный момент. Отсутствие кредитной истории также считается негативным фактором. В такой ситуации банку гораздо сложнее спрогнозировать вероятность возврата кредита, а также оценить надежность клиента. К заемщикам без кредитной истории могут предъявлять даже более строгие требования, чем клиентам с положительной историей или незначительными нарушениями. Но что же делать заемщикам с плохой кредитной историей? Если мы обратимся с этим вопросом в интернет, то сможем найти немало списков банков, которые не проверяют кредитную историю. Но на самом деле таких банков просто не существует. Даже микрофинансовые организации проверяют кредитные истории своих клиентов. Однако есть ряд банков, которые закрывают глаза на испорченную кредитную историю. Среди таких банков можно выделить Русский стандарт, Восточный банк, Совкомбанк и Тинькофф. Если даже эти банки отказывают вам в кредите, вы можете принять участие в специальных программах кредитных организаций, которые направлены на улучшение вашей кредитной истории. Следующим важным шагом станет проверка всех необходимых документов. Очень часто банки привлекают своих клиентов, обещая выдать им кредит с минимальным пакетом документов. Однако следует понимать, что при таком условии банки выдают обычно лишь минимальную сумму денег. Для получения действительно серьезной суммы придется собрать внушительный пакет документов. Вообще, каждый банк индивидуально определяет список необходимых документов, так что лучше всего позвонить в выбранный вами банк и уточнить, какие документы вам нужно собрать. Но обычно для выдачи кредита требуют примерно следующие бумаги. Паспорт, СНИЛС или ННН, свидетельство о браке, брачный контракт при его наличии, свидетельство о рождении детей, копия трудовой книжки или договора, копия диплома об образовании, справка о доходах, документы о собственности на дорогостоящее имущество и документы, подтверждающие дополнительный доход, например, договор сдачи квартиры в аренду. Некоторые кредитные программы предполагают внесение заемщикам залога. Залог – это своего рода страховка для банка на случай, если его клиент не вернет долг. В этом случае дополнительно вам понадобится собрать документ, подтверждающий право собственности, документы владельца приобретаемого имущества, согласие остальных владельцев имущества на залог, справка об отсутствии обременения, оценка стоимости имущества. После проверки всех документов на их подлинность и соответствие заявке, банк дополнительно проверяет благонадежность своего клиента. Делает он это через различные базы, начиная от миграционной службы и заканчивая полицией. На этом этапе банк изучает следующие сведения.
Соответствие паспортных данных, указанным в заявке, и адрес регистрации. Ищут в базе миграционной службы. Информация о постановке на учет в инспекцию Федеральной налоговой службы, имуществе и уплате налогов смотрят в базах налоговой службы. Долги, не связанные с кредитами, неуплаченные налоги, штрафы, алименты, проверяют в базе исполнительных производств федеральных служб судебных приставов. Наличие правонарушений, их давность и тяжесть уточняют в базах полиции, прокуратуры и ГИБДД. Нарушение закона о противодействии легализации доходов ищут в базах Росфинмониторинга. И, наконец, подозрения в мошенничестве или нарушении правил пользования услугами банков смотрят в черных списках клиентов. Если из этих источников банк получит информацию, которая говорит о ненадежности заемщика, то такому клиенту, скорее всего, откажут в кредите. Следующим пунктом при рассмотрении заявки на кредит станет изучение доходов заемщика. Это нужно, чтобы рассчитать его платежеспособность, то есть какую часть своего постоянного дохода заемщик сможет тратить на погашение кредита. При расчете максимальной суммы кредита, которая может быть одобрена, кредитная организация обращает внимание на следующие траты заемщика: оплата коммунальных услуг, расходы на несовершеннолетних детей, уплата алиментов, а также выплаты по другим кредитам и займам. Все это нужно для расчета платежеспособности заемщика. При расчетах из суммы дохода вычитают все расходы. Полученная сумма – это чистый доход, размер которого показывает, сможет ли клиент погасить долг. После всех вышеупомянутых оценок заемщика банк уже может сделать выводы о возвратности кредита. Если клиент имеет хорошую кредитную историю и не был замечен в серьезных нарушениях, его одобрят и выдадут деньги. Если же клиент имеет сомнительную кредитную историю или был замечен в серьезных нарушениях, ему могут либо отказать, либо предложить кредит с обеспечением. Всего есть 3 вида обеспечения. Первый вид – это уже знакомый нам залог. Как мы уже говорили ранее, залог, как в общем и все виды обеспечения кредита, являются страховкой для банка на случай невозврата долга. Такая форма обеспечения применяется чаще всего. В качестве залога обычно выступает ликвидное и достаточно ценное имущество заемщика: недвижимость, личный транспорт, акции компании и другое. В случае, если заемщик не может вернуть кредит, банк забирает его залог и продает, после чего вырученная сумма идет в счет погашения долга. Второй вид – это поручительство. В этом случае часть ответственности заемщика переносится на третье лицо. В случае, если заемщик не может сам вернуть кредит, поручитель должен будет сделать это за него. В качестве поручителя может выступать как частное, так и юридическое лицо. К нему предъявляются те же требования, что и к самому заемщику. И, наконец, третий вид – это гарантии. Такой способ обычно применяется при оформлении кредитов для предпринимателей. По принципу действия гарантии очень похожи на поручительство, с той лишь разницей, что гарантом здесь может выступать только юридическое лицо, а сумма долга погашается частично. Если банк выдает кредит под залог, то ему необходимо проверить закладываемое имущество. Обычно процесс проверки состоит из 2 частей. Первый этап – оценка специалистом. Сотрудник банка лично изучает объект залога на соответствие требованиям. После этого определяется итоговая стоимость залога. От нее зависит сумма кредита. Второй этап – поиск информации в базах данных. Это нужно для проверки принадлежности залога заемщику, а также отсутствия каких-либо обременений. Важный момент. Закладываемое имущество не должно быть арестовано, находиться в процессе продажи или уже быть оформленным в качестве залога. Если залог не соответствует требованиям, не находится в собственности заемщика или уже имеет обременение, в кредите откажут, даже если заемщик имеет хорошую кредитную историю и высокую платежеспособность. После всех долгих проверок мы наконец переходим к заключительному этапу оценки заемщика. Этот процесс включает в себя так называемые андеррайтинг и скоринг. Андеррайтинг – это процесс анализа всех полученных сведений о клиенте и составления его подробной характеристики. Скоринг же – это расчет кредитного рейтинга. На основании тщательного анализа банк выставляет кредитный балл, после чего принимает окончательное решение – одобрить заявку или нет. Ответ на заявку банк сообщает своему клиенту. В любом случае результат заявки добавится в вашу кредитную историю. Примерные уровни кредитного балла и их значения представлены в таблице. И вот самое страшное позади. Банк одобрил вашу заявку, выдал вам деньги и, казалось бы, все закончилось. Но есть еще один важный момент. Уже после одобрения заявки и выдачи денег банк дополнительно оценивает риски и размер финансовых потерь, если вы вдруг перестанете платить по кредиту. В соответствии с оценкой долгу присваивается одна из категорий качества. Такая классификация заметно облегчает банкам работу по созданию резервов на непогашенные долги. Классификацию категорий качества и порядок их присвоения определяет Центробанк. Типы и параметры классификации представлены в таблице.
Напоследок отметим, что большая часть всех вышеупомянутых правил действует и в микрофинансовых организациях. Большинство микрофинансовых компаний ограничиваются проверкой кредитной истории по собственным базам. В целом, микрофинансовые компании гораздо менее требовательны к своим клиентам из-за особенностей микрозаймов, более низких сумм и коротких сроков. МФО гораздо чаще одобряют заявки тем, кому обычно отказывают банки, но и рискуют при этом гораздо сильнее из-за большого числа сомнительных заемщиков. Подведем итоги. Перед тем, как выдать кредит, банк внимательно проверяет заемщика. Он обращает внимание на кредитную историю, документы заемщика, их подлинность и соответствие требованиям, данные о клиенте в государственных базах данных, доходы и платежеспособность заемщика, состояние залога или поручителя, если он есть, а также другие параметры, например, деловую репутацию или неуплаченные налоги. Итоговое решение принимается в процессе андеррайтинга и скоринга. Перед тем, как обратиться за кредитом, чтобы оценить вероятность его получения, мы рекомендуем вам проверить себя по этим двум параметрам. А на этом наш выпуск подходит к концу. Сегодня мы узнали, как именно банки проверяют своих заемщиков и на какие вещи стоит обратить особое внимание при подаче заявки на кредит. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии, мы обязательно вам ответим. Решайте свои финансовые вопросы вместе с нами и до новых встреч!